Всем привет! Сегодня я расскажу, как установить газовую варочную поверхность. Я ее уже распаковал. Об этом есть отдельное видео, ссылка на него в описании. Итак, начнем с разметки. Для этого нам понадобится уголок, рулетка, карандаш и линейка. Первым делом переносим на столешницу границы внутренних стенок тумбочки. Чертим линию реза по размерам из инструкции. Также можно снять необходимые размеры с вашей варочной поверхностью с помощью рулетки. Когда будете переносить линию реза, не забудьте оставить зазор по 1-2 мм с каждой стороны, чтобы поверхность легко вошла в нишу. В моем случае разметку будет сделать намного легче, потому что в комплекте с поверхностью есть шаблон врезки. Вот так он выглядит. Его нужно просто положить по центру между тумбочками и прочертить линию реза. Я уже это сделал. Учтите, что отступ от переднего края столешницы должен быть не менее 5 см. Если он будет меньше, столешница может просто не выдержать и сломаться. Как видите, у меня линия реза выходит за пределы боковых стенок тумбочки. Мне придется снять столешницу, чтобы не повредить тумбочку во время реза. Итак, начнем резать. Мне понадобится дрель, электролобзик, очки. Для начала нужно просверлить 4 дырочки по углам идущей ниши. Я использую сверло на 8 мм, если оно окажется маленьким, заменю на десятку. Чтобы избавиться от пыли, можно использовать строительный пылесос. Современные пылесосы с HEPA-фильтром лучше не использовать, если вам, конечно, их жалко. Чтобы выдержать прямой угол, попробую использовать насадку на электролобзик. Эксперимент с насадкой не удался. Немножко криво просверлил, придется выравнивать. Для того, чтобы избавиться от пыли, я буду использовать старый советский пылесос. Начинать резать нужно или с ближней, или с дальней, а потом уже боковые стороны. Ну что ж, начнем.
Так, ну осталось уже совсем немного. Маленький кусочек. Чтобы этот кусок столешницы не провалился и не ударил вас по ногам, нужно крутить саморезы. Они будут поддерживать этот кусок столешницы. Все, ниша готова. Осталось померить, влезет ли туда варочная поверхность. Варочная поверхность отлично стала. Входит легко. Если вдруг у вас получилось, что поверхность входит или очень туго, или вообще не входит, нужно просто взять наждачную бумагу и немного обработать рез. А сейчас мы поставим столешницу обратно на тумбочке. Рез обработаем силиконом, чтобы защитить его от влаги. Все, приступаем. Прежде чем приступить к нанесению силикона, несколько советов по технологии вырезания ниш. Первое. Обязательно используйте пилочку чистый рез, чтобы избежать скола. Второе. Поставьте на электролобзике минимальную скорость. Да, будет очень долго, но зато ровно. Сейчас мы начнем наносить силикон, чтобы защитить линию реза от влаги. Для начала возьмем обычную кисточку и всю вот эту вот стружку сметем. Если мы этого не сделаем, силикон будет очень плохо держаться. Не забудьте одеть перчатки. Наносить силикон будем пальцем. Ну, можно протереть еще влажной салфеткой. Видите, куча стружки осталась. Все, приступаем. Так, носик у нас забился. Снимаем его. Носик западет. И втираем. Силикон нанесен, осталось подождать где-то часик-другой, пока он засохнет, и можно продолжать. Итак, силикон подсох, и можно наконец устанавливать поверхность. Для этого мы используем специальные крепления. С помощью них варочная поверхность прижимается к столешнице. Но прежде чем начать крепить поверхность, нужно по периметру ниши наклеить уплотнитель. Этот уплотнитель не дает влаге проникнуть под варочную поверхность.
Для этого кладем поверхность в нишу. С помощью линейки выравниваем поверхность, чтобы она стояла ровно по отношению к краю столешницы. И берем карандаш, чертим линию. Вынимаем поверхность. Теперь мы знаем границы и можем вдоль этих границ клеить, уплотнить. У меня осталось немного уплотнителя, и на местах стыка я дополнительно проклею. Уплотнитель мы приклеили, теперь давайте проверим, как станет наша поверхность. Сначала просовываем шнур. Итак, все готово к установке. Правда, уплотнитель пришлось переклеить, потому что он выступал за край поверхности. Обратите внимание, он должен быть заподлицо. Прежде чем крепить поверхность, нужно подключить газовый шланг. Конечно, лучше всего для этого вызвать специалиста из службы газа, но если вы все-таки решили попробовать самостоятельно, на свой страх и риск, то я дам некоторые рекомендации. В комплекте идет вот такой переходник. Он разворачивает вход газа на 90 градусов. Его надо прикрутить вот так. Для этого снимаем заглушку, берем прокладку, которая шла в комплекте. Она создана специально для газовых соединений. Ни в коем случае не используйте обычную резиновую прокладку под воду. Эта прокладка прижмет соединение и не даст выходить газ. Также можно для уплотнения резьбы использовать вот такой уплотнитель.
Поверхность я установил, газ уже подключен. Но прежде чем включать конфорки, нужно проверить соединение. Для этого берем обычную губку, мылим там ферри, гала или обычным мылом. Главное, чтобы она была мыльная. И мажем этим мылом соединение. Мылим все соединения. И смотрим. Если появляются пузырьки, которые растут, значит соединение не герметично. Нужно выключить газ и прикрутить гайку чуть сильнее. В нашем случае все отлично, получилось с первого раза, пузырьков нету. Теперь можно подключать электроподжиг и проверять поверхность. Устанавливаем конфорку. Теперь установим чугунные решетки. Они очень тяжелые. Главное их не упустить и не разбить поверхность. Тут есть два углубления. А тут есть два выступа. Вот эти углубления надо положить на два выступа. Чтобы решетка не скользила, тут есть резинки. Второе аналогично. Выравниваем. Все, готово. Включаем конфорки. Большая, средняя, маленькая. Как видите, все работает. Поверхность работает. Теперь ее можно зафиксировать с помощью вот этих креплений. Ты ж так не разворачивай. Берем крепление. Вот отверстие для самореза. Для вот этого крепления пришлось выдолбить в стенке тумбочки вот такую нишу. Итак, поверхность установлена. В следующем видео я покажу, как устанавливать духовой шкаф вот в эту тумбочку. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, будет еще много интересного.